Всем привет! Я Наталья, и вы на моем канале о вязании. В этом видео предлагаю вам связать вот такую симпатичную сумку из джута. Размеры сумки: в высоту она 20 сантиметров и в ширину 16 сантиметров. Вяжется из 3 деталей. Состоит основная часть сумки, застежка и ремешок. Для вязания такой сумки нам понадобится джутовая нить. У меня 3 на 560 текс. Пуговица. 2 разъемных карабина круглых. Маркеры. Крючок номер 5. Сантиметровая лента. Ножницы и игла, чтобы прятать хвостики. Начнем вязать. Вязание сумки начнем с набора цепочки из 20 воздушных петель. Я оставила хвостик длиной 110 сантиметров. Этой нитью мы будем укреплять впоследствии донышко сумки. Набираем цепочку из 20 воздушных петелек. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Набираем 20 воздушных петель. Набрали цепочку из 20 воздушных петель. Довязываем еще одну воздушную петлю подъема. Во вторую от крючка петлю провязываем столбик без накида. Вот первый, вот вторая. Во вторую провязываем столбик без накида. И вешаем на него маркер. Далее в каждую воздушную петлю мы также будем провязывать столбики без накида. Вяжем следующий столбик без накида, следующий столбик без накида. И так до конца цепочки вяжем столбики без накида. Всего нужно провязать 18 столбиков от маркера. Петля под маркером не считается, вяжем 1, 2, 3 столбик. И дальше по цепочке 18 столбиков без накида. Продолжаем вязать столбики без накида. Довязываем 18 столбик. И сейчас нам необходимо развернуться на другую сторону нашего будущего овала. Чтобы это сделать, сделаем в крайнюю воздушную петлю прибавку из 3 столбиков без накида. Заводим крючок и провязываем первый столбик. Вешаем на него маркер. Сюда же второй. И сюда же провязываем третий. Перешли на другую сторону овала. И сейчас в каждое отверстие, в каждую воздушную петельку с этой стороны мы также будем провязывать столбики без накида. Вяжем первый столбик. Второй, третий столбик,
И так же, как и с этой стороны, нам нужно провязать 18 столбиков без накида. Вяжем до конца 18 столбиков. 16, 17 и 18 столбик провязали. Провязали по этой стороне 18 столбиков без накида. И здесь, так же как и с этой стороны, нам необходимо сделать прибавки. Первую прибавку мы уже сделали в самом начале. Вот она, эта петля под маркером. Осталось довязать 2 столбика без накида. В то же основание, откуда выходит первая петелька, провязываем 2 столбика без накида. Первый и сюда же второй. Провязали. Соединяем ряд. Снимаем маркер. Заводим крючок в петлю под маркером и провязываем соединительную петельку. Делаем воздушную петлю и переходим на другой ряд. В то же основание, откуда у нас выходит воздушная петля, заводим крючок и провязываем 2 столбика без накида. Первый, вешаем на него маркер. Это также наше начало ряда. И сюда же второй. Дальше по этой стороне мы снова вяжем 18 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Довязываем до маркера 18 столбиков без накида. Довязываем 16, 17 и 18 столбик. И сейчас снова, чтобы развернуться на другую сторону, нам нужно сделать прибавки. Снимаем маркер. И в каждую петлю предыдущего ряда, вот их, первая, вторая и третья петелька, мы провязываем по 2 столбика без накида. Заводим крючок, провязываем в первую петлю 2 столбика. 1, второй. На первый вешаем маркер. Следующую петлю также 2 столбика провязываем. 1 и второй. И в третью петлю провязываем 2 столбика без накида. Первое и второй столбик. Развернулись на другую сторону. Вяжем 18 столбиков без накида до маркера. Первый, второй. Вяжем дальше 18 столбиков без накида. Довязываем ряд до маркера. 18 столбик провязали. И здесь снова с этой стороны, так же как и здесь, будем делать прибавки. По 2 столбика без накида. Самую первую прибавку мы уже сделали. Она у нас была в начале ряда. Мы провязали сюда 2 столбика без накида. Нам осталось провязать прибавки еще в 2 петельки. В петлю под маркером и в следующую. Снимаем маркер и провязываем в петлю 2 столбика без накида. Первый и второй. И в следующую петлю провязываем 2 столбика без накида. Первый и второй. Вот это соединительная петля предыдущему ряду.
Это воздушная петля подъема. Мы их не учитываем и сразу соединяем ряд. Этот ряд соединять будем, не заводя крючок, подобие дольки косички. Мы здесь заведем крючок под заднюю дольку косички и сделаем соединительную петлю. Заводим крючок под заднюю дольку косички, подхватываем нить и вытягиваем ее. Вытянули нитку и оставляем ненадолго наше вязание в сторону. Сейчас будем укреплять донышко и заодно закрывать отверстия, которые образуются при провязывании самого первого ряда, при провязывании столбиков в воздушные петельки. Вот они по центру идут, эти отверстия. Сейчас мы их закроем красивой косичкой. Находим хвостик, который мы оставляли длинный. Находим самую первую петлю, вот она, мы сюда делали прибавку. И заводим крючок чуть выше, на один ряд повыше этого отверстия. Заводим крючок с лицевой стороны на изнаночную. Подхватываем нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Вот такая петелька получается. Дальше заводим в следующее отверстие, выводим наизнанку. Подхватываем нить и вытягиваем ее на лицевую сторону. Протягиваем одну петлю через другую. Протянули. Следующее отверстие заводим и вытягиваем нить на лицевую сторону. Протягиваем одну петлю через другую. Дальше в следующее. И также протягиваем одну петлю через другую. Следующее. Вот таким образом, формируя вот такую красивую косичку по донышку, нам нужно провязать до конца ряда. Заводим крючок, выводим на изнаночную сторону, подхватываем нить и вытягиваем на лицевую сторону. Протягиваем одну петлю через другую. Вяжем так дальше. Довязываем до конца косичку в последнюю, вот сюда вот. В первом ряду здесь тоже были сделаны прибавки. Провязываем последнюю петельку и вытягиваем нить. Берем иглу с широким ушком, заводим нить. И заводим иглу чуть выше самого крайнего отверстия. Завели и вытаскиваем ее на изнаночную сторону. Дальше прячем хвостик. Под ножки столбиков заводим иголку. С другой стороны возьмем. Заводим иглу в подножки столбиков и прячем нашу нитку. Сначала в одном направлении, под несколько ножек. Дальше опускаемся вниз. Здесь в перемычку нужно завести. И в обратную сторону. В обратную сторону также подножки столбиков. Заводим несколько. И еще в одну.
Спрятали хвостик. Теперь ниточку можно обрезать. И донышко полностью готово. Мы провязали 2 ряда донышка для сумки. Провязали косичку по центру овального донышка. Спрятали отверстия ненужные. И заодно укрепили его. Переходим на первый ряд стенок. Первый ряд стенок будем провязывать столбиками без накида. И крючок мы будем заводить не под обе дольки косички, а только под заднюю дольку косички. И при этом захватывать еще и перемычку столбика, который находится с изнаночной стороны. Вот они, эти перемычки. Заводим крючок под заднюю дольку косички и захватываем перемычку столбика. И так по всему ряду провязываем столбики без накида. Делаем воздушную петлю подъема. И в то же основание, откуда у нас выходит воздушная петля, заводим крючок под дольку косички и захватываем перемычку столбика. Провязываем столбик без накида. В следующую также заводим крючок и захватываем перемычку за столбиком. Провязываем столбик без накида. И так в каждую косичку. Заводим только за заднюю дольку косички и в перемычку столбика. Провязываем столбик без накида. Вяжем по всему периметру овала. Всего должно быть 48 столбиков без накида. Довязываем этот ряд. Последний столбик. И соединяем вязание. Провязываем соединительную петлю. Закончили ряд и переходим к следующему ряду, где уже непосредственно будем вязать сам узор. Раппорт узора составляет 3 петли. У нас 48 всего. Значит, у нас в ряду получится 16 раппортов. В начале ряда нам нужно провязать цепочку из воздушных петель подъема, из 3. Но мы ее не будем вязать, она не очень красиво смотрится. Будем делать вытянутую петлю. Заводим крючок в то же основание, откуда у нас соединительная петля выходит, и делаем вытянутую петлю. Дальше накид, и в третий, раз, два, три, в третий столбик заводим крючок, подхватываем нить и делаем еще одну вытянутую петлю. Снова подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Фиксируем воздушной петлей. Делаем накид. И с изнаночной стороны заводим крючок под треугольничек, который у нас получился. И дальше обратным движением заводим крючок под косичку первого пропущенного столбика. Подхватываем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Накид. Также с изнаночной стороны на лицевую сторону выводим крючок и обратным движением заводим крючок под косичку второго пропущенного столбика. Провязываем столбик с одним накидом.
Провязали первый раппорт в узоре. Смотрите, что получается. Вот такой вот треугольничек из двух косичек. Это точка начала раппорта. Это точка, конечная точка раппорта. Делаем дальше. Накид и заводим крючок в конечную точку предыдущего раппорта. Делаем вытянутую петлю. Снова накид. Раз, два, три. В третью петлю заводим крючок и вытягиваем нить. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петельки на крючке. Фиксируем воздушной петлей. Теперь так же, как и в предыдущем раппорте, будем провязывать 2 пропущенные петли. Вот они у нас. Первая и вот вторая. Делаем накид и с изнаночной стороны заводим крючок. Обратным движением заводим крючок в косичку первого пропущенного столбика. Вытягиваем нить и провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Накид. Также с изнаночной стороны заводим крючок и обратным движением заводим его под косичку второго столбика. Вытягиваем нить и провязываем столбик с одним накидом. Провязали второй раппорт. Накид. И заводим крючок в конечную точку предыдущего раппорта. Вот она у нас. Заводим крючок и вытягиваем нить. Накид. Пропускаем 2 петли. Раз, два. И в третью заводим крючок. Вытягиваем нить. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Фиксируем воздушной петлей. Делаем накид и провязываем 2 пропущенных столбика. С обратной стороны, с изнаночной, заводим крючок и обратным движением заводим его под косичку первого столбика. Вытягиваем нить и провязываем столбик с одним накидом. Накид. Заводим крючок с изнаночной стороны и дальше обратным движением в косичку второго столбика. Провязываем столбик с одним накидом. Провязали третий раппорт. И дальше повторяем. Накид. Заводим крючок в конечную точку предыдущего раппорта. Подхватываем рабочую нить и вытягиваем петлю. Накид. Пропускаем 2 петли. Раз, два. И в третью заводим крючок. Вытягиваем нить. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Фиксируем воздушной петлей. Накид. С изнаночной стороны заводим крючок и обратным движением в косичку первого пропущенного столбика. Провязываем столбик с одним накидом. Накид и провязываем второй столбик. Дальше мы просто повторяем до конца ряда провязывать раппорт узора. Осталось провязать последний раппорт в этом узоре. Делаем накид, заводим крючок в конечную точку предыдущего раппорта. Вот она у нас. Вытягиваем петлю. Снова накид и заводим крючок в начальную точку самого первого раппорта в ряду. Вот начальная точка, вот конечная, вот вершинка.
в начальную точку заводим крючок и вытягиваем петлю. Провязываем все петли на крючке, фиксируем воздушной петлей. Теперь провязываем 2 пропущенные петли. С изнаночной стороны заводим крючок и подхватываем косичку первого пропущенного столбика. Провязываем столбик с одним накидом. Провязали накид и провязываем второй пропущенный столбик столбиком с одним накидом. Провязали последний раппорт в ряду и соединяем вязание. В вязании будем соединять верхнюю точку первого раппорта. Вот начальная, вот конечная, вот верхушка раппорта. Заводим крючок и провязываем соединительную петлю. Переходим на следующий ряд. Так же, как и в первом ряду узора, не будем провязывать воздушные петли подъема, сделаем вытянутую петлю. Заводим крючок в то же основание, подхватываем нить и вытягиваем петлю. Делаем накид, заводим крючок в верхушку следующего раппорта предыдущего ряда. Вот у нас первый раппорт, в верхушку мы заводили крючок. Вот у нас второй раппорт в предыдущем ряду. Вот его начало, вот его конечная точка и вот вершинка. Заводим в вершинку крючок, подхватываем нить и вытягиваем петлю. Снова подхватываем нить и протягиваем через все петли на крючке. Фиксируем воздушной петлей. Повесим маркер на эту петлю. Она у нас будет обозначать начало ряда. Здесь мы будем соединять вязание. Делаем накид и провязываем 2 пропущенные петельки в раппорте. Вот первая и вот вторая. Заводим крючок с изнаночной стороны на лицевую и в обратную сторону под косички первого пропущенного столбика. Провязываем столбик с одним накидом. Делаем накид с изнаночной стороны на лицевую, заводим крючок и подхватываем и заводим его в обратную сторону вот под петельки второго пропущенного столбика. Так, накид забыла сделать, накид. Провязываем второй столбик пропущенный. Провязали. Дальше делаем накид и заводим крючок в то же основание, где у нас заканчивается, где у нас конечная точка первого раппорта. И вытягиваем петлю. Накид. И в следующую вершинку заводим крючок и вытягиваем петлю. Подхватываем нить и протягиваем через все петельки на крючке. Фиксируем воздушной петлей. И вот у нас снова получается раппорт узора. Вот его начало в вершинке. Вот его конец в следующей вершинке. И вот его верхняя точка. Вот между ними, между начальной точкой и конечной, 2 пропущенные петли. Первая и вторая, которые тоже нужно провязать. Накид и провязываем их столбиком с одним накидом. Провязали накид и провязываем второй. Провязали. Дальше повторяем. Делаем накид и в крайнюю точку провязанного
уже раппорта, заводим крючок и вытягиваем нитку. Делаем накид и в вершинку следующего раппорта в предыдущем ряду заводим крючок и вытягиваем петельку. Подхватываем нить и провязываем через все петли на крючке. Воздушная петля. И снова у нас получается начальная точка раппорта, конечная точка и вот она вершинка. Между ними 2 петельки. Первая и вторая, которые нужно провязать столбиком с одним накидом. Заводим в первую крючок, провязываем столбик с одним накидом. Делаем накид и провязываем еще один столбик с накидом в другую петельку. Дальше просто все повторяем. Накид, заводим крючок в конечную точку предыдущего раппорта. Дальше снова накид, заводим крючок в следующую верхушку следующего раппорта предыдущего ряда и провязываем все петли на крючке. Дальше провязываем вот эти 2 петельки, которые у нас окажутся в центре. Провязали и фиксируем все это воздушной петлей. Теперь пропущенные петли провязываем. И довязываем так до конца ряда. И последний раппорт в этом ряду. Накид, крючок в крайнюю точку предыдущего раппорта, вытягиваем петельку, накид и заводим крючок в верхушку, точнее в начальную точку самого первого раппорта. Вот она вот, жгутик идет такой, вот она, эта точка. Заводим сюда крючок и вытягиваем петлю. Провязываем все петли на крючке, воздушная петля. Дальше провязываем 2 пропущенные петельки в этом раппорте. Первую провязываем столбиком с накидом. И вторую также столбиком с накидом. Провязали, соединяем вязание. Соединяем вязание вот в эту петельку под маркером. Заводим крючок и провязываем соединительную петлю. Все, закончили вязать. Еще один ряд. У нас уже виден узор, какой получается на сумке. Следующий ряд и все последующие до самой высоты сумки мы просто повторяем ряд, который провязывали только что. Мы заводим крючок, у нас раппорты будут между вершинками раппортов предыдущего ряда. Вот они, эти вершинки, вот точки эти. И сюда мы будем заводить крючок. В начале ряда делаем вытянутую петлю вместо петель подъема в то же основание и вытягиваем петельку. Накид. И в следующий раппорт предыдущего ряда, в его верхушку, вершинку, заводим крючок и вытягиваем петельку. Провязываем все петли на крючке, фиксируем воздушной петлей. И помечаем эту петлю маркером. Это начало вязания. Вот у нас снова получился треугольничек такой. И между ним 2 пропущенные петельки. Провязываем их столбиками с одним накидом.
Провязали первый и вяжем следующий. Накид. Заводим крючок в конечную точку первого раппорта в этом ряду и вытягиваем петельку. Делаем накид и заводим крючок в вершинку. Вот она, вершинка раппорта предыдущего ряда. Завели, вытянули петлю и провязываем все петельки на крючке. Фиксируем воздушной петлей. Вот у нас снова получился треугольничек такой и 2 пропущенные петельки в центре. Вот его вершинка. Провязываем 2 пропущенные петли. Первую провязали. Провязываем вторую. И дальше просто повторяем до конца ряда. Повторяем этот ряд до конца, и все последующие ряды мы вяжем точно так же, как вязали предыдущий ряд. Основная часть сумки почти готова. Я довязываю последний раппорт в последнем ряду. Провязываю последние столбики с накидом. Еще один. И соединяю вязание в петлю под маркером. Соединила вязание, и нам осталось провязать всего один ряд. После того, как мы провязали основную часть сумки, высота ее у нас получается 19 сантиметров. От начала донышка до окончания вязания узора 19 сантиметров. Я провязала 12 рядов. Тоже от начала. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11 и 12 ряд. Остался последний ряд, и его мы провяжем полустолбиками с накидом. Так, поднимаемся на следующий ряд, заводим крючок в то же основание, откуда у нас выходит соединительная петля, вытягиваем нить и провязываем 2 петли на крючке. Делаем одну воздушную петлю, накид, и в следующую косичку провязываем полустолбик с накидом. Вытянули петлю и провязываем сразу 3 петли на крючке. Провязали первый, накид, в следующую косичку провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид и заводим крючок в верхушку раппорта предыдущего ряда. Так же, как мы заводили крючок, провязывая сам узор. Заводим крючок в верхушку, вытягиваем нить и провязываем 3 петли на крючке. Накид. Дальше заводим крючок под косичку столбика, вытягиваем нить и провязываем полустолбик с накидом. Накид, в следующую косичку провязываем полустолбик с накидом. Вот что получается. Дальше снова у нас идет раппорт. Мы делаем накид и заводим крючок в верхушку раппорта предыдущего ряда. Провязываем полустолбик с накидом. Накид в косичку,
Провязываем полустолбик с накидом. Накид и в следующую косичку. И так довязываем ряд до конца. Провязываем полустолбик с накидом в верхушку раппорта предыдущего ряда. Дальше в одну косичку, во вторую. Снова провязываем в верхушку, потом в одну косичку и в другую косичку. Так довязываем до конца ряда. Довязываем ряд полустолбиками с накидом. Провязываем последний. Обрезаем нить. Хвостик оставляем чуть длиннее. Спрячем его потом с изнаночной стороны. И с помощью иглы с широким ушком сейчас соединим вязание. И будем прятать хвостик. Провязали последний полустолбик и вытягиваем, обрезаем и вытягиваем нить. Вставляем нить в иглу. Дальше находим раз, два, три, третью косичку и заводим иглу под косичку. Подтягиваем хвостик. Дальше заводим иглу в последний провязанный полустолбик в центр. И сразу выводим его наизнанку. Красиво завершили вязание. И теперь хвостик можно спрятать, заводя иглу под ниточки уже провязанного узора. В одну сторону. Опуститься вниз немножко. Потом в другую сторону. Можно еще несколько раз так сделать. Потом обрезать уже хвостик. И основная часть сумки готова. Осталось связать ручку для сумки и застежку. Вяжем ремешок для сумки. Оставляем хвостик подлиннее, этим хвостиком потом пришьем ремешок к карабину и набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Будем вязать жемчужный шнур. Очень он подходит к этой сумке, и по-другому его еще называют гусеничка. Заводим крючок в последнюю петельку, вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Разворачиваем вязание, заводим крючок вот в эту получившуюся петлю, подхватываем нить, вытягиваем и провязываем 2 петли на крючке. Разворачиваем вязание опять, заводим крючок под 2 вот эти получившиеся петельки, подхватываем нить, вытягиваем и провязываем их. Снова разворачиваем вязание, снова заводим крючок под 2 получившиеся петли, подхватываем нить, вытягиваем, провязываем их. Снова разворачиваем крючок под 2 нити, под 2 петельки получившиеся, подхватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем 2 петли на крючке. Опять разворачиваемся, крючок снова под 2 петли, подхватываем нить, вытягиваем и провязываем 2 петли на крючке. Опять разворачиваемся. И так вяжется весь шнур. Повернули, крючок под 2 петли, вытягиваем нить и провязываем 2 петли на крючке. Вяжем на необходимую нам длину. Я буду вязать на длину 100 сантиметров.
Шнур почти довязан, еще буквально пару разворотов. И нужная мне длина будет готова. Я вязала 100 сантиметров. Вы можете сделать его длиннее. Обычно вяжут ремешок для сумки где-то 120 сантиметров. Да? На мой взгляд, 120 длинноват получается, потому что еще за счет карабинов увеличивается длина. И в процессе эксплуатации ремешок все-таки немножко вытягивается. Так, все достаточно. Берем ножницы, обрезаем, оставляя хвостик. И вытягиваем через петлю, затягиваем здесь узелок. Теперь нам понадобится игла с широким ушком. Вставляем сюда ниточку, берем карабин и начинаем пришивать. Заводим крючок в карабин. Дальше под петельки, снова в карабин. С обратной стороны в петельки. Снова в карабин. И вот так потихоньку делаем несколько стежков. Буквально там 3-4, 5 в карабин. И опять выводим в петлю. Все вполне достаточно, чтобы ремешок держался крепко. И ниточку, хвостик нити мы сейчас просто спрячем. Под перемычки с изнаночной. Не знаю, наверное, это изнаночная сторона. В принципе, с любой стороны не будет видно этого хвостика. Заводим нитку, вытягиваем, поправляем, чтобы ремешок не стягивался просто. Снова заводим нить, прям по центру. Немножко вытягиваем. Снова заводим нить. Вот. Дальше выводим на другую сторону нитку. Снова поправляем все. И в обратную сторону. Тоже буквально пару сантиметров. Все поправляем. И ниточку уже можно обрезать. Все крепко держится. Карабин работает по принципу открытия снаружи внутрь. Поэтому, если крепление достаточно крепкое, и ремешок может располагаться здесь как угодно, он просто не слетит и никуда не денется. На другой стороне ремешка мы оставляли хвостик подлиннее. Делаем то же самое. Точно так же пришиваем ремешок к карабину. И ремешок для сумочки готов. Начнем вязать застежку. Берем нить, оставляем хвостик длиной 50-60 сантиметров, крючок номер 5 и набираем цепочку из 12 воздушных петель. Первая, вторая, третья. Продолжаем набирать цепочку из 12 воздушных петель. Набрали 12 воздушных петель и делаем еще одну воздушную петлю подъема. Во вторую петлю от крючка, первая, вторая, провязываем столбик без накида. И дальше по цепочке в каждую воздушную петлю вяжем столбики без накида.
до конца цепочки. Провязываем последний столбик в последнюю воздушную петлю и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. На 4-ю вешаем маркер. Это у нас будет точка разворота. 5, 6 и 7. И вяжем столбик без накида в то же основание, куда у нас была провязана последний столбик без накида. Сюда же заводим крючок и провязываем столбик без накида. Дальше в обратную сторону по цепочке также провязываем столбики без накида. Первый, второй. Вяжем дальше столбики без накида до конца ряда. Довязываем столбики без накида до конца ряда, провязываем последний, делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка, первая, вторая, заводим крючок и провязываем столбик без накида. И дальше в каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбики без накида и вяжем до воздушных петель, которые мы набирали. Довязываем столбики. Довязываем здесь столбики, последний. И дальше у нас идут воздушные петли. Вот у нас точка разворота. В нее, а также в 2 петли до этой петельки и после мы должны сделать прибавки. То есть у нас здесь получится в каждую из 3 воздушных петель мы должны провязать по 2 столбика без накида. В остальные воздушные петли мы вяжем по одному столбику. То есть у нас получается первая петля 1 столбик, во вторую петлю 1 столбик, дальше прибавка из 2, прибавка из 2, прибавка из 2, дальше 1 и 1. И провязывать мы будем не в сами петельки, будем заводить крючок под петлю. Для первой петли прибавку не делаем, провязываем столбик без накида. Для второй прибавку не делаем, столбик без накида. Для третьей петли делаем прибавку. 1, 2. Снимаем маркер. Для четвертой делаем прибавку. 1, 2 столбик. Для пятой делаем прибавку. 1 столбик. И второй столбик. Для шестой не делаем прибавку 1 столбик, и для седьмой не делаем прибавку. Провязываем 1 столбик. Развернулись на другую сторону и дальше вяжем в каждый столбик без накида предыдущего ряда по одному столбику. Довязываем до конца ряда. Довязали до конца ряда. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем вязание. Вяжем последний ряд. По вторую петлю от крючка, 1, 2, вот вторая петля, провязываем столбик без накида. И дальше вяжем столбики без накида. Довязываем до прибавок. Вот у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 петелек. То есть у нас было 3 петли, и мы в них провязали по 2 столбика в каждую. Вяжем ряд до прибавок. Последний столбик. Довязали до прибавок. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. И сейчас мы будем чередовать прибавки. Через одну делать. Сделаем 2 столбика без накида в одну петлю.
в следующую 1 столбик, в следующую 2 столбика, дальше 1 столбик, в следующую 2 столбика, и 1 столбик. Сделали прибавки в этом ряду, развернулись и вяжем дальше до конца ряда столбики без накида. Последний столбик, и застежка для сумки практически готова. Довязали последний столбик, берем ножницы, обрезаем нить и протягиваем нить через петлю. Фиксируем. Мы оставляли хвостик, чтобы закрыть центральную часть застежки. Можно этого в принципе не делать. Здесь нет каких-то больших таких промежутков. Можно сделать эту косичку по центру. Я буду делать косичку. Так, лицевая часть у меня будет та, которая вот последний ряд мы провязывали. Это будет лицевой частью самой застежки. Заводим крючок и начинаем закрывать дырочки. Как закрываются дырочки, я уже показывала в первой части видео. Мы закрывали донышко так. Заводим крючок с лицевой стороны на изнаночной, вытягиваем петлю и протягиваем ее через петельку на крючке. И в последнее. Закрыли серединку, и вот что у нас получилось. Вот такой вот замочек. Осталось пришить его к сумке. Завершаем создание нашей красивой джутовой сумки. У нас связана сама сумка, основная часть. Мы связали застежку для нее и ремешок. Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас мы будем пришивать застежку к сумке. Находим заднюю часть сумки, выбираем ее на ваше усмотрение, какую сделать. Так, я возьму вот эту. Находим середину, центральную часть. Так, по раппортам определяйтесь. Вот у меня два, получается, раппорта в центре. И сюда я буду пришивать застежку. Прикладываем изнаночной стороной застежки внутрь. Нет, не так. Ошиблась. Лицевой. Изнаночной стороной внутрь, лицевой стороной к себе. Вот так она должна выглядеть. Разворачиваем. И вот так она будет застегиваться. Регулируем высоту. Можно сделать ее чуть пониже, опустить внутрь. Можно наоборот подлиннее. Так, здесь у нас тоже получается вот два центральных раппорта. Чтобы удобно было пришивать, можно зафиксировать иголочками. Я обычно делаю вот так вот маркерами. Прикрепляю к задней стороне, чтобы ровно было. Фиксирую маркерами.
Так, с одной стороны выравниваем все. И с другой стороны фиксирую. И начинаем пришивать. Берем хвостик от застежки, который оставили, вставляем в иглу. Вот у нас уголок с ниточкой самой застежки. Захватываем ниже петельки от сумки. Захватили вот так петлю, вытянули нить. Дальше захватываем петельки у застежки. Ниже захватываем петли у сумки. Снова у застежки. У сумки. Так вот чередуем. Просто вот так вот потихонечку ее пришиваем к основной части сумочки. Пришили нижнюю часть. Дальше сбоку захватываем ниточку на сумке и захватываем на застежке. Снова на сумке и на застежке. Соединили боковую часть, эту боковинку, и дальше будем выводить вот по этим петлям, которые мы провязывали полустолбики с накидом, насквозь. Заводим. Дальше в обратную сторону. Снова насквозь. И в обратную сторону. Маркеры можно уже снять. У нас здесь зафиксировано все хорошо. И так же, как вот по этой стороне, захватываем петельки на сумке и на застежке. Снова на сумке. Снова на застежке. Доходим так до того уголочка, с которого мы начали с вами сшивать. Все. Теперь хвостик можно уже спрятать и обрезать его. Мы все хорошо пришили, все хорошо держится. Вот так вот выглядит наша застежка. Сейчас мы будем пришивать пуговку. Так, находим место, в которое нужно пришить пуговицу. Вот она у меня. Берем пуговку, отрезаем нить. Так, отрезали нитку, вставляем нить в пуговицу.
Не очень хорошо получается у меня. Можно, в принципе, взять ниточку потоньше, если у кого-то есть тонкий джут. Вот так вот вставили ниточку в пуговку. Еще раз проверяю. И крючком выводим нитку на изнаночную сторону. В принципе, можно иголочкой. Удобнее будет. Вывела один хвостик. И вывела другой хвостик. Завязываем узелок. И с помощью иголки прячем хвостики. Так что просто заводя иголочку под перемычки. Под столбики, перемычки, под ниточки заводим в одну сторону, в другую сторону. И, в принципе, пуговка у нас пришита. Все застегивается. Снимаем маркеры. Осталось только прикрепить карабины, и сумка готова.